Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Я вас встречаю сегодня вот с такой осенней пасмурной погодой, даже дождливой. У нас всю ночь лил дождь, и сегодня у нас вот такая серость, мокро все, дождь еще идет. Но все равно приятно смотреть на эту зелень, которая у нас перед глазами с балкона. Решила вам показать. Ну а сейчас я буду готовить французский багет. Я сама буду делать этот рецепт первый раз, поэтому хочу с вами, конечно, поделиться. И давайте приступим, вместе все это изучим. Я буду делать этот рецепт на обычных дрожжах. Получились они бесподобно. Посмотрите, какие они красивенькие, стройненькие и хрустящие. Хруст я вам покажу в конце, когда я буду резать. И вы сами увидите, насколько они вкусные и красивые. Для приготовления багета мне понадобится обычная белая мука. Пшеничная, ее у меня здесь 500 грамм. Берите любую, к которой вы привыкли готовить обычно, которая у вас есть. Никакой специально особой муки здесь не требуется. Также мне понадобится 10 грамм обычных свежих дрожжей. Сегодня я делаю специально на свежих дрожжах, чтобы вам всем показать, что ничего другого не требуется, и вы пугаетесь этой закваски. Ну, я понимаю, что ее у многих нету, поэтому сегодня я делаю на обычных дрожжах, свежих. 8-10 грамм обычной соли и вода слегка тепленькая, 370 миллилитров. Все. Теперь я вот здесь размешаю дрожжи, чтобы они растаяли. Так, положу, чтобы ничего не делаю, просто размешиваю дрожжи, чтобы они смешались с водой. Я полностью вылью сразу все сюда. И буду замешивать тесто. Размешались мои дрожжи, и я их выливаю в лунку, в чашку с мукой. Полностью все вылила. Да, все вылилось. И теперь аккуратно замешиваю. Тесто должно получиться не густое. Соль я пока не буду добавлять, потому что мне нужно хорошенько все размешать, и чтобы получилась пока однородная масса, и потом в конце я уже буду добавлять соль. И вот когда собрался все в один, тесто собралось все в один шар, все поднялось, все соединилось, добавляю на этом этапе соль и все размешиваю. Тесто должно получиться именно вот такое. Липкое, ну и не очень жидкое, не очень густое. И вот такое липковатое. Соединяем все, перемешиваем. Мешать его нужно около 5-6 минут. Тесто мое размешалось, соединилось. Видите, оно практически не очень размазывается, прилипает, легко собирается в комочек, оно уже готово. И на этом этапе я его оставляю, накрываю и убираю в теплое место на 45 минут. Увидимся чуть попозже.
Прошли первые 45 минут. И сейчас мы будем делать обычные складывания, которые я делаю всегда на тесто, когда делаю хлеб. Я уже приготовила воду. Можно смачивать и руки, но я пока хочу отделить тесто, так как оно липковатое. Отделить тесто от краев и потом уже сделать эти складывания. Можно уже помогать скребком, вот так вот заворачивая края в центр. Центр чашки. Вот так вот. Или же мой любимый процесс это, так, это я уберу, ручками снизу беру, вытягиваем тесто и складываем. Поворачиваем, опять берем, вытягиваем тесто и складываем. Тесто становится уже более эластичное, оно не такое уже, становится более гладкое. Вот, смотрите, оно уже прям какое-то вот воздушное даже стало. Все, и сделали эти складывания, теперь снова накрываем и убираем еще на 45 минут. Прошли еще 45 минут, и я буду делать второе складывание. Обратите внимание, уже на моем тесте появились легкие пузырьки. Вот. Ну, в общем, их уже здесь много. Делаю точно так же. Отодвигаю его и к серединке складываю. И точно так же оттягиваем и складываем. Оттягиваем тесто и складываем. Не хотела, теперь двумя руками залезла. Ну, вы не представляете, какое тесто нежнейшее просто. Просто оно такое нежное. Наверное, потому что здесь только белая мука. Все со всех сторон сложили. Где у меня еще тут тянется? Ой, у нас еще даже и молния сверкать начала. Все. И теперь отправляю, слышите гром, да? Теперь отправляю еще на 45 минут в теплое место. Я ставлю обычно в духовой шкаф, но сейчас у меня там занялось. Увидимся чуть попозже. И прошли последние 45 минут, и я делаю последнее складывание. Тесто удвоилось намного и лучше себя чувствует. Посмотрите, какое оно красивое, пузырчатое. Точно так же складываем третий раз. Все края поднимая и оттягивая слегка к серединке. Это будет наше последнее складывание. Потом я вам покажу, что я буду делать, как я буду формировать французский багет. Вот так, думаю, достаточно. Мне даже вода не понадобилась третий раз, просто тесто идеальное. Hai visto che impasto, Massi? Bellissimo. Bellissimo. È lievitato molto bene. E devi lievitare ancora. Guarda, guarda quanto è buono. Sempre più lucido, bello. Perché bianco, solo farina bianca c'è. Ok. Все, оставляю еще на 45 минут и потом будем работать дальше. Тесто мое готово. Я его сейчас выложу вот на эту. Ох, смотрите. Смотрите, какие узоры. Окей. Ой, какое оно воздушное. Какое оно воздушное, как облачко. Сейчас нам нужно как раз много муки. И сверху, и снизу. Вот в данный момент теперь заготовок нужна мука, которую я буду подсыпать, подкладывать, где только она... Ой,
Оно правда как облачко. Вот так. Боже мой, какая сказка. Да. Да, это оливковая. Вот так вот. Потихоньку его растянула образно в прямоугольник. И теперь складываю его пополам сюда. Пополам сюда. Какие пузыри. Милана у меня сегодня. Поздоровайся, Милана, хоть тебя и не видно. Всем добрый день. Всем добрый день. Теперь заворачиваю сюда. Хотела к ее приходу сделать ей французский багет и не успела. Что ж ты делала? Делала вот тесто. Так, смотрите, какая красота. Он такой прям ух. Теперь это еще раз вот так слегка вот в эту сторону раскладываем. Как это, придавливаем, сдавливаем. Ох, булькает все. Булькает все. И еще раз вот так беру и заворачиваю. Это сюда, к серединке, а это сюда. Вот так. Делая вот такой овал. Так, сформировав вот такой овал из своего теста, я буду вам показывать подробно, чтобы вы видели все наглядно и все на переднем плане. Сейчас я это разделю на 3, наверное, багета. На 3 багета. Может, 4 сделать? Давай до 4 разделю. Так. Подготовила тесто. 2 минуты буквально оно у меня отдохнуло. 2 минуты. И теперь я делю на 4 части. Делаю вначале пополам. Милана тут рядом хрустит салатом. Делаю вот так пополам. Вот так. На 4 части разделила тесто. Все заранее подсыпала, присыпала мукой. Муки должно быть много. Ну что, теперь я приступаю к предформовке багетов. Первый кусок беру и вот так аккуратно руками распрямляю. Из него образно нужно создать снова прямоугольник, как я это делала изначально. При необходимости можно подтянуть, так как тесто, видимо, не очень достаточно отдохнуло. Если лучше, то, конечно, ему дать еще постоять минут 5-10, чтобы руки слушалось оно рук и было легче это все формировать. Сделав первый вот такой вот прямоугольник, смотрите, я складываю одну сторону в одну сторону, другую в другую. Точно так же, как обычно мы это все делаем. Теперь беру и опять поперек в другую сторону снова разминаю. То, что мы сложили, снова разминаю. И снова буду складывать вот так пополам. Это просто пока предформовка. Тесто должно еще отдыхать. Вы просто следите и наблюдайте за мной. Показываю вам еще раз. Кусочек теста аккуратно формирую вот такой прямоугольник. Можно перевернуть еще раз. Вот так. Тесто очень мягкое. Пока я это делаю, другие 2 кусочка у меня отдохнут. Складываю пополам, слегка сдавливая в серединке. Второй кусочек, половинку накрываю, поворачиваю в эту сторону и опять пальцами, сдавливая, формирую другой прямоугольник, такой же, как мы сделали изначально. Вот так. И теперь снова пополам
прижимая вот тут к серединке, фиксируя. Можно в эту сторону, можно этим накрыть, разницы нет. Можно вот так, как я сделала до этого. И опять фиксирую место соединения. Вот так. И у нас получается вот такой прямоугольный рулетик. Кладу его рядом. Не забываем подсыпать муку. И все. То же самое делаю с остальными двумя кусочками. Они, конечно, более мягче. Растягиваю. Пополам. Этот накрываю. Удлиняю. И снова точно так же. Надеюсь, вам видно все хорошо. Ну и последний кусочек. Делаю то же самое. Тесто прям пищит. Все. Просыпаю их сверху хорошо мукой, накрываю пленкой и даю им постоять минут 20, после чего мы начнем формировать багет. Все, прошли 20 минут, тесто отдохнуло, слегка еще подросло, и сейчас я буду формировать багет. Я заранее приготовила уже вот такую салфетку, полотенце, скатерку можете взять. Обсыпала ее хорошо мукой, куда я буду сейчас выкладывать. Отодвину пока эти сюда. И начну с первого колобка. Смотрите внимательно. Нам надо просто точно так же сформировать ладошками прямоугольник. Насколько возможно сделать его тонким. После того, как мы сделали образно наш квадратик, делаем следующие движения. Закручиваем точно так же в рулетик, только затягивая его более уже. И опять вот здесь защипываем тесто и округляем его вот так, вот такими движениями. Еще один раз. Аккуратненько. И слегка мне мешают ногти. Попробую вот так защипнуть. Еще раз и еще раз. До тех пор, пока не закончится весь наш рулетик. Здесь я уже не буду защиплять. Вот так. Но обязательно защипну вот самый последний ряд. Вот так прям плотненько пройдусь и закрою его. Вот так. Все.
Вот такая у нас колбаска, рулетик получился. Теперь аккуратно руками проводим вот такие движения, округляя и, если хотите, вытягивая до нужной формы. Вот так. Все. И сейчас я перекладываю это на салфетку, где я присыпала мукой. Края вот эти я не буду закрывать. Можно защипить, можно не защиплять. Кому как нравится. Мне нравится вот такая форма, чтобы была как розочка. И кладу сюда. Потом я вам все покажу, чтобы все вместе уже показать. То же самое проводим с этими другими кусочками. Формируем квадратик. Смотрите, какое тесто. Просто. Первый рулетик у нас, первая складка тонкая-тонкая. Закрываем ее. Потом оттягивая, наворачиваем вторую. Вот так. По ходу можно подтянуть. Это вы уже будете сами чувствовать руками. Видите, как я растягиваю, когда провожу вот этот нахлест. Последний закрепляем обязательно, чтобы они не разворачивались, когда будут расти, растаиваться, расти. Вот так. Видите? Все. Вот так. Все. Наш второй рулетик готов. Все время подсыпаем муку и аккуратно руками прокатываем, делая форму. Все, второй рулетик тоже готов. Здесь смотрите, когда я их буду ставить рядом, обязательно в серединке нужно сделать вот такую складочку, чтобы они не прилипли друг к другу. Вот именно для этого и нужна ткань, которая будет разделять один от другого. Ну, этот я подниму, когда сделаю еще один. Все, теперь я их накрываю вот так полотенцем и даю им отдохнуть еще 30 минут. Прошло 30 минут.
И сейчас я буду переносить свои багеты. Аккуратно, аккуратно, чтобы не навредить воздушным пузыречкам, которые там внутри. Переношу их вот так вот на свой противень. Многие их перекатывают с одного места на другой. Ну, я их вот так аккуратно перенесу. Думаю, с ними ничего не случится. Вот этот какой жирненький. Вот так. Чуть-чуть сюда, сюда. Вот так. И наш четвертый. Сейчас мне их, наверное, лучше чуть-чуть еще подвинуть. Вот так. А то у меня четвертый слишком с краю. И сейчас я их должна аккуратно холодной водой промазать им вот здесь верхнюю часть. И теперь лезвием делаем поперечные надрезы. Ой. Выпекать я буду первые 20 минут с паром, для того, чтобы получить именно хрустящую корочку. Ну и на высокой температуре 220-230 градусов. Ну и потом я убавлю немножко градусы до 200 и еще 20 минут буду выпекать. Но смотрите, каждый по своей духовке, у кого какая, и чтоб, конечно, они не пригорели. Готовы наши багеты французские, готовы. Полюбуйтесь, какие они получились. Красивые, хрустящие и обязательно вкусные, я думаю. Они горячие еще. Сейчас попробую порезать и показать вам. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ох, какие они. В итоге я воду и не убрала, пока я их не вытащила до конца. Ничего страшного. Думаю, я так смотрела, что они нормально себя чувствуют. Ой. Горячие. Ой. Горячие. Не могу держать. Хочу вот так поперек порезать. Ну ладно, не буду. Подожди, да, я порежу вот так. И возьмешь себе кусочек. Да, они очень хрустят. Они прям, их прислушаешься. Да, если их прислушаться, то они прям шипят, трещат. Ай. Трещат. Просто очень-очень аппетитно. На, милашка. На. Очень вкусно. Мы только поели с Миланой, правда. Вот такой. Ой. Все. Делайте, готовьте. И все. Мажьте маслом. Мажьте маслом, вареньем, у кого что есть. Посмотрите, какая вкуснота. Просто поломаю рукой. Во. Решилась сломать рукой. Думаю, получилось неплохо. Всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч. Пока-пока.